От пациентки «Добрый день». 5 августа была травма коленного сустава, левого, поскользнулась, левое колено ушло внутрь, а стопа наоборот к наружу, то есть падение получилось как буква «Х» письменная. К врачу пришла 21 АВГ с результатами МРТ, приложила ссылки на само МРТ Пака Козлова, на расшифровку МРТ заключение ЦМРТ. Далее была сделана пункция КС, был гемартроз, выкачали 30 мл сукровичной жидкости 26 августа. Далее врач сказал на 3 недели надеть тутор, колено не сгибать, далее разрабатывать колено. Но так как мне было страшно это делать без присмотра врача, пошла к другому травматологу, он же реабилитолог. Посещение от 17 сентября 2025 года. На приеме врач загрузил диск и сказал, что качество МРТ от ЦМРТ очень плохое, нечеткое, лучше бы переделать МРТ и дал направление, также провел всякие пробы с коленом. И впервые после травмы он не согнул колено, так как я боялась это делать одна. Во время проб чувствовала натяжение во внутренней стороны колена, травма левого колена, при повороте стопы к наружу, также отдавала в это место, внутрь колена, но тем самым врач почему-то написал про болезненные ощущения латерального мениска. А я так понимаю, что внутренняя часть колена и там медиальный. В общем, 20 сентября 2025 года переделала МРТ. И теперь у меня в голове такая каша. Я не понимаю, что в итоге у меня надрыв 2 СТ. МРТ от 20 августа, частичный разрыв трия медиального диска. МРТ от 20 сентября, МРТ разнят ЦА, заключение врача от 17 сентября 2025 года вообще про латеральный мениск. А если это разрыв 3, то это уже операция. А если 2 по столер, это консервативная. Помогите, пожалуйста. Может, стоит сделать МРТ в 3 метрах месте? Вредно ли так часто делать МРТ? Приложу МРТ от 20 августа, где сказал второй врач, что плохое качество вдруг пригодится. 2 заключения МРТ. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 35 лет, дата исследования 20 сентября 2025 года. Область исследования, левый коленный сустав, обращает на себя внимание трабекулярный отек размером 35 на 20 на 40 мм латерального мыщелка левой бедренной кости. Суставные поверхности ровные. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. За надколенником слой жидкости толщиной до 8 мм, вдоль мыщелков бедренной кости и в полости сустава определяется умеренное количество свободной жидкости. Периартикулярные ткани отечные. Патилофеморальное сочленение МР-сигнал от суставного хряща неоднороден на всей его толщине. Целостность медиального и латерального удерживателя надколенника сохранена. Надколенник второго типа Павайбек. Индекс Инсал-Салвати 0,9. Клетчатка Гофа развита обычно, отечно. Данных за наличие кисты Бейкера не получено. Признаки отека: разволокнение передней крестообразной и латеральной коллатеральной связок. Внутри и вне суставной связки, задняя крестообразная связка, медиальная коллатеральная связка, собственная связка надколенника, медиальные и латеральные удерживатели надколенника не изменены. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска 1-2 степени, на фоне которых определяется продольный разрыв заднего рога с выходом разрыва на одну поверхности мениска. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска 1 степени, заключение, МР. Признаки трабекулярного отека латерального мыщелка бедренной кости, отека, разволокнения передней крестообразной и латеральной коллатеральной связок, разрыва медиального мениска 3 степени Пастouла, дегенеративных изменений латерального мениска 1 степени, хондрomалицеи надколенника 3 степени, умеренно выраженного синовита, левого коленного сустава. Рекомендована консультация травматолога. 23 сентября 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Сустав травмирован, есть признаки повреждения связочного аппарата, латерального мыщелка бедренной кости, разрыва медиального мениска 3А степени. 3А степень, как правило, не оперируют, оперируют с 3Б степени.
Вам нужно к травматологу для организации лечения, фиксации сустава. Вопрос пациентки. Понимаю, что формулировка заключений разная у врачей. Но меня из всего списка моих болячек в колене волнует мениск. Я приложу в письмо заключение по МРТ. У меня было 2 МРТ, с разницей в месяц. Второе МРТ сделала, по просьбе врача, так как на первом МРТ плохое качество. К врачу иду завтра только, с результатами второго МРТ. Первое МРТ, медиальный мениск 2СТ, файл, второе МРТ заключение в центре, где делала МРТ 3, файл results, заключение, второе мнение, мениск 1-2СТ. Файл КС, тут еще уточняла у врача, указал, что точно нет разрыва. Ответ врача-рентгенолога. Зачем мне читать чужие заключения? Я не эксперт. Свое видение состояния мениска я изложил в заключении. Вопрос пациентки поняла. А можно на снимке, где расположен медиальный мениск, стрелкой указать место мениска и его разрыва? Есть такая возможность?